Всем привет-привет! Я рада видеть вас на моем канале, и сегодня мы с вами поговорим про тренды 26 года. Я Дарья Кучукова, тренд-аналитик, дизайнер и стилист из Парижа. В этом видео мы с вами обсудим тренды на 26 год, основанные на цифрах, фактах, а также я покажу примеры, как можно их легко интегрировать в свой гардероб, и покажу примеры готовых вещей, как всегда. Мода и тренды – это не только то, что происходит в головах у дизайнеров, но это диалог культуры с телом, поэтому устраивайтесь поудобнее, наливайте чай, готовьте сделать скриншоты, и после просмотра видео не забудьте заглянуть в описание. Там я оставила всю необходимую информацию про подборки, мои консультации и много всего интересного. Погнали, мы начинаем. Первый яркий тренд, который ждет нас в 2026 году – это Mandarin Style и Mandarin Jacket, влияние азиатской культуры. Мы это видим и на показах, и на улицах самых модных столиц. Что это такое? Самой главной отличительной чертой этого стиля является воротник стойкой, либо мандарин коллар. Это воротник стойкой, который относится к эпохе китайского Мин Цин и отражает стойкость и структуру. Dries Van Noten, Prada и Vetements уже включали влияние Востока в свои коллекции, и для них это не просто декор, а показать, как можно структурировать одежду, показать восточный минимализм в противовес европейскому, как в повседневности транслируется веяние Востока. Мне нравятся истории с шелком, где это может быть топы, жакеты, это могут быть платья, это могут быть брюки. И очень часто мы можем встретить жаккард с цветами, как, например, на этих изображениях, либо мы можем найти традиционный восточный рисунок. Также мне очень нравятся детали кроя, такие как воротник-стойка, это могут быть и рубашки, и жакеты. Еще это иногда называется на французском воротник мао. Не уверена, что в русском языке есть такое название именно с точки зрения техники пошива, но вдруг есть, напишите мне в комментариях. А также очень просто вы можете интегрировать влияние Востока в ваш гардероб через вырезы, как, например, на этих изображениях. Вы можете носить, это могут быть жакеты с воротником-стойкой, это могут быть блузы с асимметрией, блузы на запах, это могут быть блузы с узелками, что тоже очень элегантно выглядит и легко вписывается в ваш гардероб на каждый день. Чтобы это выглядело достойно, выбирайте очень глубокие, насыщенные, дорогие оттенки. Это могут быть нефритовые, это могут быть чернильные, это могут быть изумрудные, бордовые оттенки. Также это может быть насыщенный синий оттенок, особенно в шелке. Если это вписывается в ваш гардероб, отлично добавит акцента и изюминку в ваши образы, не превращая ваш образ в восточный костюм. Что касается жакета, здесь можно выбрать также сатиновый жакет. Может быть, это жакет из фетра, шерстяной, и очень хорошо смотрится, когда есть замки, узелки, либо есть потайной замок. Если вы выбрали добавить в свой гардероб вещи с восточным влиянием, очень важно сочетать их с более спокойными текстурами. Это может быть шерсть, вискоза, это может быть хлопок, это может быть деним. Если вы выбираете жакет, то длина зависит, конечно же, от вашего роста, от вашего типажа. Вы можете сочетать его с джинсами, с брюками, с длинными юбками, с мини-юбками. Все зависит от ваших пропорций, и он будет хорошо сочетаться со спокойными вещами вашего гардероба. Если вы носите восточный жакет и выбираете прическу с забранными волосами, либо сделаете их назад, то это подчеркнет крой жакета, линию плеч и шеи. Следующий тренд – это новая интерпретация бельевого стиля. Предыдущие сезоны нам уже показали, что белье больше не прячется у нас под одеждой, а оно является частью гардероба. Бельевая эстетика стала не только про соблазн и привлечение внимания, а она стала синонимом уверенности и проявления себя. Такие дизайнеры, как Жан-Поль Готье и Дольче Габбана, уже показывали нам раньше, что бельевой стиль и кружево, шелк, сатин, которые мы видим, это больше про самоидентификацию, а не провокацию ради провокации, потому что именно Дольче Габбана и Жан-Поль Готье стояли у истоков этого стиля, который сейчас набирает обороты, и из сезона в сезон он трансформируется. Если раньше, смотря показы Дольче Габбана, мы думали: о май гад, да куда же я в этом пойду, как это вообще сделать, то сейчас мы понимаем, что окей, возможно, под кардиган я могу добавить какое-то кружевное бюстье, возможно, я могу добавить сатиновую юбку с отделкой кружева внизу. О, у нас тут игрушечки. Здесь я советую выбрать вам слип-платье,
либо шелковую юбку, это может быть кружевное боди, сатиновое боди, но очень важно, сочетая бельевую эстетику с каждодневными образами, добавлять противовес. Это могут быть жакеты, это могут быть классические брюки, это может быть трикотаж, который будет смягчать и не превращать его как раз в соблазн ради соблазна, провокация ради провокации. Мне очень нравится эта эстетика, потому что в Париже я ее еще заметила, когда я работала в Шанталь Томас. Это бренд нижнего белья, очень провокационный, соблазнительный, из разряда агента-провокатора. И все девушки, которые работали в этом бренде, специально интегрировали белье в свои образы. Кто-то носил блузку с вырезом здесь на пуговичках, где-то между пуговичками виделось красивое белье, особенно в форме балконе. Опять же, не знаю, как это правильно перевести, но я посмотрю и допишу в комментариях. Либо вы мне подскажите. Виднеется красивое кружево, либо у нас есть специальные декоративные лямки, которые мы показываем. И парижская фишка элегантности в том, что никогда женщина не будет смущаться за то, что где-то что-то видно. Она делает это не нарочно, не навязчиво, это очень самоуверенно. И что, если я прекрасно знаю, что здесь у меня лямка, и это часть моего образа, и это никогда не выглядит too much вульгарно, это выглядит очень элегантно и утонченно. В описании под видео я собрала для вас подборку, как может выглядеть бельевой стиль на каждый день, чтобы вам было проще интегрировать и чтобы у вас были уже готовые примеры. Следующий тренд – это вдохновение 80-ми, это power dressing. И здесь у нас есть два глобальных тренда. Как тренд-аналитик я могу сказать, что это шло с практически уже 2-3 года параллельно со стилем Ladylike, но Ladylike у нас трансформируется. Как раз Ladylike у нас уходит из трендов. Напоминаю, что Ladylike это очень женственные, приличные образы в стиле Грейс Келли, где ничего лишнего. И на смену им нарастает тренд на самоидентификацию, сильную женщину, но при этом она женственная, соблазнительная, с красивыми формами. Она именно уверенная и сильная в себе, сохраняя силу показывать ноги, показывать белье, показывать свою фигуру и чувствовать себя при этом максимально раскованно, уверенно и на своем месте. Мне этот тренд, опять же, очень нравится, очень близок. Плюс он идет, как я уже сказала, в параллель с другим трендом у брендов и больше со стороны маркетинга, что узнаваемость, и то, про что я вам говорю уже много лет, практически 5 лет, это ваши архетипы, это ваш ДНК стиля, что люди должны вас узнавать, что ваш гардероб не должен быть отражением трендов, а он должен быть отражением вашей души. И Сен-Лоран на подиуме в последних коллекциях это нам явно показывает. 2026 год будет еще больше идти в самоидентификацию, и нам важно выбирать, какие тренды нам подходят. Именно поэтому Сен-Лоран пушит этот тренд на 80-е, чтобы их идентифицировали с этим. То, с чем меня ассоциируют люди, прямо пропорционально количеству раз, которые они увидели это на мне. Вернемся к тренду на 80-е, являются законодателями этого тренда. Это четкая линия плеч, это женственность, это шелк, это структура. Я просто фанат Сен-Лорана, поэтому для вас я сделала отдельную подборку на вдохновение 80-ми, вещи, которые вы можете носить, заказывать и интегрировать в свой гардероб. Переходите в описание, обязательно отмечайте меня потом, когда будете что-то для себя выбирать. Конечно же, вдохновение 80-ми транслирует у нас архетипы воин, сила, это правитель, это силовые такие мужественные, классные, женственные, соблазнительные архетипы. Следующий тренд Наполеон Джекет или что-то между театральной и военной тематикой подчеркивает тренд на новую, сильную, соблазнительную женщину, уверенную в себе. И изначально у истоков этого тренда у нас стоит Александр Маквин, Анна Миллиместер. Это очень легко интегрировать в ваш гардероб, потому что сразу градус стиля вашего образа повышается за счет одного элемента. Вы можете иметь футболку и брюки, и надевая жакет, ваш образ сразу будет становиться более целостным. Вдохновение пришло именно из-за картины Наполеона, где это его был парадный жакет. Поэтому смело используйте много пуговиц, это двубортные застежки, это могут быть дополнительные элементы в стиле лент, украшений, вышивок. Это может быть тон в тон, либо контрастное.
Также мне понравился принцип. Я видела брюки, вдохновленные этой же историей, где у нас есть пуговички по всей длине. Я советую выбирать вам неординарные цвета, не только черные, а выбирайте темно-синий, серый. Это может быть хлопок, это может быть шерсть, молочный, винный, изумрудный. Это придаст вашим образом разнообразие, и выбирая более утонченные, необычные цвета в вашем гардеробе, но они будут являться приглушенными. И ищите в своем гардеробе такие сочетания цветовые, которые будут повышать ваш градус стиля. И в то же время, выбирая даже трендовый наполеоновский жакет, вы можете рассмотреть другие цвета. Молочный тоже сюда отлично подойдет. Сочетайте его хорошо с прямыми брюками. Это могут быть зауженные брюки и укороченные. Это могут быть юбки. Следующий тренд, который переходит у нас из прошлого сезона, но меняется, это бахрома. Бахрома в прошлом сезоне у нас имела ковбойскую эстетику, в этом сезоне она переходит что-то между восточной, либо ретро-эстетикой 70-х. И здесь все зависит от вас, куда вы хотите пойти. Как я всегда говорю, мир трендов очень большой, и на рынке достаточно выбора абсолютно для каждого человека под его стиль. Поэтому вы можете отказаться от одной эстетики, говорить, этот тренд, эта часть его не для меня, и выбираем то, что вам подходит. Это больше про динамику движения. Бахрома. Как ее можно использовать и как она будет проявляться? Это могут быть на сумках, на юбках, платья, шали, пальто. И обратите внимание, что у нас есть бахрома из нитей, которая может находиться, например, на сумках, на платьях, на юбках, и также может быть что-то более кожа, шерсть, которую мы будем находить на кожаных куртках, на сапогах, на сумках в стиле Изабель Маран, на сумках можно иногда в Ральф Лорене что-то такое увидеть, но это более редко, либо в пальто, шарфы, шали, кейпы. И здесь это также выглядит утонченно, потому что это добавляет динамики движения. Я составила для вас также подборку с бахромой. Найти вы ее сможете в описании. Подходит она архетипом искатель, творец, иногда шут, можно, смотря как вы это интегрируете. Иногда это может быть воин. Но здесь, опять же, все на ваше усмотрение, какие ваши архетипы, какой ваш ДНК стиля. С моими клиентами на консультациях это всегда подробно разбираем, либо на курсе ФАМ. Какие цвета являются трендовыми в 2026 году? На основе цифр по запросам клиентов, по запросам в интернете и показах мы всегда соотносим, какой цвет является, какие цвета вообще будут популярны в 2026 году. И в этом году выросла популярность оранжевого, желтого оттенка. У нас будет несколько оттенков. Это будет яркий солнечный, это будет оранжевый, это будет терракота охра, который будет относиться более к натуральным оттенкам, потому что все природные цвета по-прежнему остаются в тренде, вы можете их спокойно использовать, но замечайте, что мы с вами идем, точнее тренды идут, а вы уже решаете сами, к более яркой самоидентификации, самопроявлению, самовыражению. Бежевые образы, однотонные, тихие, скромные, они теряют популярность, потому что мы хотим самовыражаться. Это время людей, которые готовы проявляться. И если в какой-то момент вы попали под влияние бежевых трендов и понимаете, что это не отражает сейчас вашу душу, меняйте. Это время развлечений, время фана, и сейчас очень много брендов будут выпускать более яркую, интересную одежду. Как тренд-аналитика меня всегда спрашивают: Даша, а что же мне надеть? Я говорю, мир такой большой, рынок огромный. Каждый раз, когда я анализирую тренды и составляю пул трендов, которые определенному бренду нужно использовать, я адаптирую это именно под этого человека, под этот тренд, чтобы он был наиболее эффективный для этой единицы. А не так, что я собрала все тренды, и завтра у нас Dolce Gabbana начинает выпускать, например, образы в стиле Вэтман, потому что это в тренде. Нет, каждый раз мы адаптируем все под себя. Это была первая часть данного видео. Помните, что тренды — это всего лишь язык самовыражения, но какой он выбираете вы. И он основан на вашем ДНК-стиле, на ваших архетипах, на том, что вы сейчас проживаете и то, что у вас внутри. Обязательно посмотрите вторую часть про тренды, она выйдет уже совсем скоро или она уже на канале. Очень информативная, также с подборками. Подписывайтесь на канал, спасибо за просмотр, ставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях, как вам видео, что вы для себя взяли, что вам нравится, что вам не нравится из трендов. А я обнимаю вас. Хорошего дня и отличного настроения. Пока-пока.